Всем привет! Добро пожаловать на канал Простые рецепты на твой вкус. Предлагаю вашему вниманию 10 вкусных рецептов на праздник. Уверена, каждый найдет для себя что-то интересное. Не забудьте в комментариях написать, какой рецепт вам понравился больше всего. Итак, приступим! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить оливье с говядиной. Что нам для этого потребуется? Говядина у меня отварная уже 200 грамм. 5 картошек вареных, я уже овощи отварила, почистила. 2 морковки, лук четвертинка, 5 маленьких огурчиков, 3 вареных яйца, консервированный горошек. Горошек 4 столовые ложки. Итак, приступим. Итак, берем нашу отварную говядину и режем кубиками. Берем глубокую тарелочку, можно кастрюльку, и пересыпаем нашу говядину в тарелочку. Далее берем нашу отварную картошку и тоже нарезаем кубиками. Все, перекладываем в тарелочку. Нарезаем морковку кубиками. Перекладываем в тарелочку. Еще я не сказала, что нам потребуется майонез для заправки нашего салата. Яйца мы также нарезаем кубиком. В тарелочку. Далее крошим кубиком огурчики. Тарелочку высыпаем. Далее мелко крошим лук. Высыпаем все к нашему салату. Далее высыпаем наш горошек. Аккуратно все перемешиваем. Наш салатик готов, осталось выложить его на тарелочку и заправить майонезом. В тарелочку накладываем наш салатик. И заправляем майонезом. Все перемешиваем. Наш салатик готов. Всем приятного аппетита! Будем готовить рулетики из куриного филе в беконе. Подойдет к любому столу, как обычному, так и к праздничному. Итак, что нам для этого понадобится? Куриное филе у меня около 200 грамм, я уже его порезала вот такими кусочками небольшими. Бекон здесь 200 грамм, но нам понадобится около, наверное, 100-150 грамм. Соль у меня 1/4 часть чайной ложечки и перец чили. Итак, приступим. Берем наше куриное филе, высыпаем туда соль, все перемешиваем. Можно ложечкой, я перемешаю руками. Добавим перец чили немножко. Берем наш бекон и кусочек куриного филе. И смотрите, что мы делаем дальше. Мы вот так его заворачиваем в рулетик. Вот так достаточно. Лишнее мы отрезаем. Вот такой у нас рулетик получился. И так проделываем с каждым кусочком. Итак, вот такие рулетики мы завернули. В разогретую сковородку наливаем масло, ставим на медленный огонь, выкладываем наши рулетики.
Совсем чуть-чуть присаливаем, потому что бекон у нас сырой. По желанию можно поперчить перчиком. Я поперчу. Обжариваем с двух сторон, не накрывая крышкой, до золотистого цвета. На медленном огне обязательно. Итак, одна сторона у нас обжарилась. Прошло примерно 20 минут. Переворачиваем на другую сторону. Обжариваем до готовности. Еще примерно минут 15. Наши рулетики поджарились. Выкладываем их на тарелочку. Вот такие сочные, аппетитные наши рулетики получились. Подавать их можно как с овощами, так и с любым гарниром. С вами будем готовить салат с курицей и ананасом. Что нам для этого потребуется? Куриная грудка отварная 180 грамм, ананас консервированный 6 колечек, сыр твердый 100 грамм, 1 луковица, 3 вареных яйца и майонез. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Нарежем лук четвертинками. Лук мы заливаем кипятком, чтобы ушла горечь. Оставляем на 15 минут. Далее мы нарезаем куриную грудку кубиком. Далее перекладываем в салатник. Это будет наш первый слой. Ананас нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник. Далее сеточка майонеза. Следующий слой лук. На терке натираем яйца. Перекладываем в салатник. Далее сеточка майонеза. Сверху посыпаем сыром. Вот такой вкусный салатик у нас получился. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! С вами будем готовить запеченные мидии с сыром и чесноком. Что нам для этого потребуется? Мидии, я их уже помыла и раскрыла. У меня 200 грамм. Сыр 30 грамм тертый, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка растительного масла. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Чеснок натрем на мелкой терке. Далее в чеснок добавим растительное масло. Перемешаем. Берем противень, застилаем фольгой, кладем наши мидии. Далее в каждую мидию кладем понемножку чеснока с растительным маслом.
Сверху кладем понемножку сыра. В разогретую до 180 градусов духовку ставим наши мидии на 15 минут. 15 минут прошли, наши мидии, запеченные с сыром, с чесноком, готовы. По желанию можно сбрызнуть лимоном. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! Мы с вами будем готовить закуску по-пражски. Что нам для этого потребуется? Говядина у меня 150 грамм, зеленый горошек, можно свежий брать, можно консервированный, у меня свежий 50 грамм, 1 болгарский перец, 1 плавленый сырок любой, 1 луковица небольшая, 6 маленьких помидоров, маленький пучок укропа, горчица, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовая ложка растительного масла, черный перец по вкусу и соль по вкусу. Итак, приступим. Берем наш лучок, нарезаем пополам и тоненько полукольцами. Перекладываем наш лучок в тарелочку. Выливаем в тарелочку уксус. Немножко перемешаем и даем постоять, чтобы ушла из лука горечь. Далее очищаем болгарский перец. Разрезаем пополам и тонкой соломкой нарезаем. Перекладываем в тарелочку. Далее нарезаем помидорчики, тоже пластиночками напополам и тонкими пластиночками. Перекладываем все в тарелочку. Нарезаем мелко укроп. Пересыпаем в тарелку. Натираем плавленый сыр на терке. Все в тарелочку перекладываем. Берем нашу говядину, нарезаем соломкой. Перекладываем в тарелочку. Немножко присаливаем. Добавляем немножко горчицы. Где-то пол чайной ложки. Высыпаем наш горошек. Аккуратно перемешаем. Выкладываем лучок. Наливаем растительное масло. Добавляем черный перец. Все перемешиваем. Ставим в холодильник на 2 часа, и наша закуска по-пражски готова. Попробуйте обязательно. Очень вкусно, сытно и быстро.
вами мы будем готовить яйца, фаршированные свеклой и сельдью. Они готовятся без особых хлопот, быстро и получаются вкусными и красивыми. Подойдут как на каждый день, так и на любой праздничный стол. Итак, приступим. Что нам для этого понадобится? Понадобится свекла половинка, примерно около 100 грамм. Сельдь, филе у меня уже кусочками, 50 грамм. 3 яичка, зеленый лук немножко, петрушка для украшения и майонез. Итак, приступим. Берем нашу сельдь и нарезаем очень мелко. Перекладываем в тарелочку. Откладываем в сторону. Берем свеклу и натираем на терке. Также перекладываем в тарелочку. Нарезаем зеленый лук мелко. Тарелочку. Берем наши яйца и разрезаем их пополам. Аккуратно вынимаем желточек. И кладем в тарелочку, где у нас свекла, селедка и лук. Добавляем майонез. Все размешиваем вилкой до однородной массы. Желтки разминаем. Итак, начинку мы размешали. Далее берем тарелочку, кладем наши белочки и накладываем нашу начинку в яичко. Немножко с горочкой. Остальную начинку можете просто скушать с хлебушком. Берем петрушку и листиками украшаем. Вот такое вкусное и простое блюдо у нас получилось. Будем готовить рулетики из баклажанов. Что нам для этого потребуется? 2 баклажана, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, сыр у меня уже был тертый, вы можете взять любой, какой вам нравится. Шпажки, майонез, растительное масло для жарки. Итак, приступим. Сначала мы берем баклажаны, немножко их очищаем. Далее разрезаем на пластиночки. Сразу немножко присаливаем, чтобы ушла горечь. Оставляем баклажаны на 15 минут. Далее берем тарелочку с сыром, выдавливаем чеснок. Выдавливаем майонез. Тщательно все перемешиваем. Перемешали. Тарелочку отставляем. Сейчас мы будем жарить баклажаны на растительном масле. Наливаем растительное масло на сковородку. Ждем, пока оно нагреется. Выкладываем наши баклажаны на сковородку обжариваться. Обжариваем баклажаны до золотистой корочки. Вот одна сторона у нас поджарилась, мы переворачиваем на другую. Итак, обжариваем наши баклажаны до готовности. Обжаренные баклажаны выкладываем на тарелочку с салфеткой, чтобы лишнее масло ушло из баклажана. Итак, пережариваем все остальные баклажаны. Итак, наши баклажаны обжарились. Что мы делаем далее? Берем наши помидорчики, отрезаем попку. Нарезаем мы соломкой. Вот такой. У нас помидорчики сочные, но лучше взять сорт помесистее. Тогда они у вас не будут течь.
Переложим помидорчики на тарелочку. Далее берем баклажан. Кладем немножечко начинки и ломтик помидорчика и скручиваем. Берем нашу шпажку и вот так закрепляем. И так проделываем со всеми баклажанчиками. Итак, наша закуска из баклажанов готова. Всем приятного аппетита! Мы будем с вами готовить салатик калейдоскоп. Он готовится очень просто, получается нереально вкусным, свежим и легким. Попробуйте, не пожалеете. Что нам для этого потребуется? У меня отварная индейка 100 грамм, можно взять куриное филе или другое любое мясо, которое вам нравится. Кукуруза у меня 2 столовые ложки, 1 огурчик, 1 перец болгарский, 1 яичко, майонез и в конце вы добавите соль по своему вкусу. Итак, приступим. Берем нашу отварную индейку и нарезаем соломкой. Перекладываем в тарелочку. Далее берем болгарский перец, очищаем. Также нарезаем соломкой. Перекладываем в тарелку. Далее огурец. То же самое соломкой нарезаем. Яйцо соломкой нарезаем. Далее высыпаем кукурузку. Заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем. Наш превосходный салатик готов. С вами будем готовить шашлыки из шампиньонов в домашних условиях. Что нам для этого потребуется? Шампиньоны 250 грамм, майонез любой, который вам нравится, 2 зубчика чеснока, перец чили. У меня уже он вместе с солью, если нет соли, то еще и соль добавите. Бамбуковые палочки, на которые будем насаживать наши шампиньончики. И все. Итак, приступим. Что нам потребуется? Шампиньоны я уже помыла, почистила. Берем наш чесночок, продавливаем его в наши грибочки. Так, продавили. Берем майонез, немножко наливаем, примерно столовую ложку. Берем наш перец чили, вот так его сыпем. Все перемешиваем. Можно оставить грибочки, чтобы они пропитались минут 20. Мы можем и сразу. Мы будем делать сразу. Не будем ждать.
Перемешали, чтобы каждый грибочек у нас был с чесночком, с майонезом и с перчиком. Можно добавить еще немножечко, но это уже по вкусу, как кому нравится. Мне нравится поострее. Что мы делаем далее? Берем нашу палочку и насаживаем наши грибочки на нее. Немножко оставляем место между друг дружкой, чтобы наши грибочки хорошо обжарились. Так, вот у нас один получился, такой красивый. Вот грибочки мы насадили. Сейчас включаем сковородку и начинаем обжаривать грибы. Наливаем масло на сковородку. После того, как нагрелось наше масло, берем наши шашлычки и складываем их на сковородку. Обжариваем до румяной корочки. Переворачиваем наши грибочки на другую сторону. Итак, наши грибочки поджарились. У меня ушло на это 7 минут. Выкладываем их на тарелочку. Наш шашлычок из грибов готов. Подавать его можно как к мясу, так и к рыбе. Приятного аппетита! Мы с вами будем готовить салат из баклажанов, лука и яйца. Простой в приготовлении, изумительно вкусный салат. Его можно подавать к столу и в будни, и в праздники. Баклажаны в салате по вкусу напоминают грибы. Очень рекомендую приготовить. Что нам для этого потребуется? 2 баклажана, 1 яйцо, половинка лука среднего размера, уксус 4 столовые ложки, сахар пол чайной ложки, соль пол чайной ложки, майонез, масло растительное для жарки. Итак, приступаем. Берем наши баклажанчики, отрезаем полку и нарезаем соломкой. Перекладываем в тарелочку. Немножко присаливаем, чтобы ушла горечь. Перемешаем и оставим на 15 минут. Далее мы берем тарелочку, берем половинку луковицы, разрезаем на 4 части и вот так нарезаем ломтиками. Перекладываем в тарелочку. Высыпаем соль, сахар. Наливаем уксус, чтобы наш лучок промариновался.
и не был горьким. Перемешаем и отложим в сторону. Итак, 15 минут прошли, как мы посолили наши баклажаны. Приступаем к жарке. Наливаем масло на сковородку. Выкладываем наши баклажаны на сковородку. Обжариваем до золотистого цвета. Вот наши баклажаны поджарились. Готовим мы их на среднем огне, постоянно помешивая. Итак, перекладываем их в тарелочку. Даем баклажанам немножко остыть. Итак, наши баклажаны остыли. Берем яйцо вареное и также нарезаем соломкой. Перекладываем к нашим баклажанам. Перекладываем лук наш маринованный. Аккуратно перемешиваем, чтобы наши баклажанчики не развалились. Заправляем по вкусу майонезом. Перемешиваем. По желанию вы можете добавить майонеза больше, кто как любит. Ставим наш салатик на 2 часа в холодильник, чтобы он пропитался и стал более вкусненьким. Всем приятного аппетита!